Всем привет! С вами я, Лариса, вы на канале Короткие Таро-расклады. И сегодня, как обычно, карта дня 5 вариантов. Но перед тем, как мы начнем, я опять обращусь к моему шуточному изданию календаря и прочитаю вам цитату, которая гласит, значит так. «Встречайтесь с кем-то, кто гораздо лучше вас, и затем каждый день молитесь, чтобы он не узнал об этом». Интересно. И работать мы сегодня будем вот с такой колодой чудной, которая называется Астара Тарот. И пока я занимаюсь этой колодой, хочу поблагодарить всех, кто смотрит меня, кто подписывается на мой канал, кто делится моими видео со своими друзьями. И, конечно же, тех, кто оставляет мне свои комментарии. Итак, карта дня на сегодня. 5 вариантов. Вы можете посмотреть один, несколько, все, как вам будет угодно. И третье, четвертое и пятое мы возьмем оттуда. И начинаем мы, конечно, с варианта номер 1. И первый вариант получил вот такую карту чудную, которая называется «Рыцарь мечей». Ну, что сказать про эту карту? Эта карта очень отважного молодого человека, который несется в бой, а особенно, если он слышит крик о помощи. Поэтому сегодня, если вам понадобится помощь, будьте уверены, вы ее получите. Она придет именно как раз в тот момент. Это как дорога ложка к обеду. То есть именно когда вам нужна будет эта помощь, вы ее получите. Также вы можете обратиться за помощью к руководителю или к каким-то органам власти, и ответ или вопрос ваш будет решен положительно. Также это карта решительных действий. Сегодня вы можете резко оборвать отношения, которые вас утомили уже или перестали для вас работать. Сегодня вы можете даже с кем-то повздорить. Единственное, что карта советует, все-таки не очень размахивайте сегодня мечом. Если кому-то нужна будет помощь, помогите. Но не власти, не в свои дела. И самое главное, не давайте вот этому чувству воинственности взять сегодня верх. Потому что вы можете наломать дров даже в той ситуации, где нет никакой необходимости их ломать. Вторая позиция получила карту «Колесо фортуны». Вы посмотрите, какая чудная карта. Все мы знаем, что жизнь наша – это череда действий, противодействий и случайностей. И колесо фортуны говорит, что мы четко знаем, что какое-то вашу жизнь действие может принести удачу, но точно так же эти действия могут сопровождаться и какими-то неприятностями. И все-таки колесо фортуны, оно больше работает в том направлении, что к вам придет сегодня удача какая-то, особенно если какое-то время у вас были проблемы в жизни, или что-то не получалось, или что-то не ладилось, то пришло время сменить эту картинку, и теперь все пойдет по колесу фортуны вверх. Единственное, что постарайтесь сегодня не пропустить этот счастливый случай, потому что иногда мы так зациклены на наших повседневных делах, мы настолько погружены во все эти мелочи, что мы не замечаем больших возможностей наших. То есть, если вы сегодня идете в кофейню или в магазин, или это, и вы ищете себе партнера, обратите внимание на людей, которые вас окружают. Может быть, незначительное слово или знак какой-то даст вам понять, что с этим человеком нужно заговорить. Обратите внимание на знаки. Если вы сегодня будете в каких-то местах, то иногда Вселенная нам подает знаки какие-то. И самое главное, не бойтесь сегодня взять шанс. Не бойтесь сегодня попробовать что-то новое, то, чего вы раньше не делали. Может быть, как раз-таки сегодня вот эта вот удача и сделает зигзаг. Третья позиция получила четверку мечей. Кто давно со мной, тот знает, что я обожаю эту карту, несмотря на то, что масть мечей, она считается неблагоприятной в
колодах Таро. Но для меня, да, есть неприятные карты, но это карты мысли, карты нашего духа, карты действия. То есть сегодня Вселенная говорит вам, наверное, сегодня время для вас взять тайм-аут, сделать перерыв. Этот перерыв может быть по вашей инициативе, а может быть потому, что так сложились обстоятельства, и вам по какой-то причине нужно остаться дома. Я не знаю, может быть миллион причин. Для меня одной из причин сегодня это то, что моя машина не завелась поутру, поэтому то, что я планировала ехать и куда-то сделать, не случилось. Поэтому я себе сказала, что, наверное, так должно было случиться, и вместо того, чтобы куда-то поехать, я могу перенести эту встречу, разобраться с машиной, и пока я дома, заняться чем-то, что мне нужно было давно уже сделать, но к этому все никак не доходили руки. Поэтому карта это говорит только о том, что вам пора передохнуть, или наоборот, эту проблему отставить и заняться тем, что давно требовало вашего внимания. И третье, это может просто элементарно вы почувствовали себя неважно сегодня, голова приболела или температура чуть-чуть поднялась, и вам просто необходимо сегодня остаться дома, полежать в постельке, попить чаю и посмотреть хорошую комедию. Четвертый вариант – тройка жезлов. Тройка жезлов – это чудная карта, это огненный знак. И, конечно, после двойки планирования тройка жезлов говорит о том, что наступила вот эта вот черта уже, когда вы можете действовать. По этой карте вы можете расширять бизнес, вы можете решить учиться, вы можете у кого-то учиться, вы можете еще какую-то секундочку посидеть и понаблюдать за кем-то и перенять у него какие-то навыки. Вот здесь вот лягушка сидит себе с этим и смотрит на кораблики, которые там крутятся в водовороте, что-то она там себе мыслит. По этой карте также возможны преображения и превращения. Помните, лягушка? Вот здесь карта напоминает, как будто она держит стрелу, и не одну, а три. То есть у нее есть много возможностей начать что-то новое и начать перестраивать свою жизнь или превращаться в того, в кого она хочет. В любом случае, тройка жезлов – это очень положительная карта, и обещает она вам сегодня и движение, и расширение, и углубление в знания, и новые какие-то идеи, которые вас посетят. И самое главное, что сегодня вы наконец-таки перестанете планировать, ждать и думать, и начнете действовать. И это правильно. И последний вариант, или крайник, я его называю, получает двойка пентаклей. И все двойки – это такие карты интересные, то решение, то баланс. Эта карта говорит, что эта карта внесите баланс в свою жизнь. И вы посмотрите, здесь волшебник находится внутри корабля, и он жонглирует двумя сосудами. И, конечно же, шатко у него, потому что на палубе и на воде у него нет стабильности, но тем не менее он умело жонглирует вот этими сосудами, что говорит и о том, что и в вашей жизни может быть нет стабильности какой-то, особенно в финансовом плане, потому что Пентакли – это финансовая карта, но тем не менее она говорит, что вы все равно каким-то образом умудряетесь вносить баланс во все это. То есть как-то вы сводите концы с концами, как-то все у вас получается, и вы всегда умеете распорядиться даже теми возможностями, которых может быть недостаточно. Поэтому и сегодня помните, что сегодня такой день, когда вы не должны расстраиваться и переживать. Идите по жизни с легкостью. Представьте, что вы на палубе роскошного лайнера, который везет вам не куда-то, а именно в лучшую жизнь, к лучшим берегам. Вы всегда будете в состоянии управлять своими финансами, вы всегда будете в состоянии находить выход из создавшейся ситуации, именно потому, что вы не смотрите на жизнь как на драму, а смотрите на нее как на задачи, которые требуют своего решения.
И у вас это здорово получается. Также эта карта говорит о том, что вам нужно будет сегодня, может быть, сразу адресовать или сразу обратить внимание на несколько задач, которые перед вами выдвинула жизнь. И тут не отчаивайтесь, потому что у вас опять же на все хватит энергии. Вы решите все задачи, которые перед вами поставила сегодня Вселенная. Большие они или маленькие, это совершенно не важно. Главное, что вы всегда это делаете с отличным настроением. Вот такие карты предложила нам на сегодня эта фантастическая колода. Я желаю всем отличного дня. Спасибо, что вы были со мной. И до новых встреч. Пока-пока.